Всем привет, дорогие друзья и гости моего канала. В данном видео я хочу поговорить с вами о будущем, а именно о будущем игры Badlanders. Стоит ли в нее играть в 2022 году? Не забываем действовать по старой схеме. С меня видос, с тебя лайкос. А также не забудь подписаться на канал, если ты еще не подписан. И оставить свой автограф в комментариях, так как YouTube не продвигает игровой контент. Поэтому вся надежда только на вас, дорогие друзья. Ну а мы начинаем. Это видео чисто мой взгляд на происходящее в самой игре. И я ни в коем случае не призываю кого-либо следовать за мной. Это чисто мое мнение, так как я играю в нее с самого первого дня релиза на ПК-версии. А также занимаюсь творчеством на YouTube по данной игре, с самого первого дня. Так вот, давайте начнем с того самого дня, как я скачал и зашел в свой первый матч в Badlanders. А именно 11 марта этого года. Первое впечатление было смешанным, то есть я не до конца понимал, где я нахожусь и куда я попал, так как это была лютая смесь PUBG и небольшие отголоски Таркова. Поэтому эта игра меня очень заинтересовала и заинтриговала. Ведь как нам известно, если выходит новая онлайн-игра, то по идее она должна развиваться в лучшую сторону. Скажу честно, я давно не испытывал такого интереса и азарта, как к этой игре. Но за 5 месяцев игры я не увидел совершенно никаких значительных доработок и изменений в лучшую сторону. Но мы забегаем немного наперед, так что давайте начнем с плюсов и с минусов. Назову всего несколько плюсов и минусов, дабы не затягивать ролик на полчаса. Первый плюс — это, конечно же, нестандартный геймплей. Тут, конечно же, есть подобие PUBG, но нет королевской битвы. При этом весь шмот, найденный в вылазке, вы тащите домой, либо продаете на аукционе, или носите сами. То есть получается, что в этой игре есть какой-то смысл, есть первоначальные цели, которых ты начинаешь добиваться, и это тебя затягивает в игру с головой. Второй плюс — это небольшие системные требования для ПК. То есть, грубо говоря, эту игру потянет любой древний калькулятор. При этом графика будет выглядеть не так уж мега круто, но и не убого. Можно так сказать, золотая середина. Чтобы поставить все на максимум Full HD, нужно всего лишь 2 гигабайта видеопамяти и 4 гига оперативы. Минимальные требования — это 512 мегабайт видюха и 2 гига оперативы. Это позволяет привлечь аудиторию со слабыми ПК, которые ищут что-нибудь новенькое для себя и для своего динозавра. Третий плюс — это наличие онлайна в игре. Он, конечно же, небольшой и постоянно меняется, так как приходят новые игроки, но через некоторое время уходят. Так как игра больше китайская, поэтому большинство игроков именно азиаты, но есть и большое количество русскоговорящих игроков. Есть возможность включить русский чат, где вы будете общаться только с себе подобным. Также это относится и к некоторым другим языкам. Теперь пару минусов. Первый минус, который меня очень раздражает, это бездействие разработчиков. То есть игра за 5 месяцев совершенно не изменилась. Я в самом начале игры был заинтригован и заинтересован. Меня игра зацепила, и я, порыскав на YouTube, вообще не нашел ничего про эту игру в ПК-версии. Ну и решил стать одним из первых ютуберов по Badlanders, так как я думал, что игра начнет развиваться и меняться в лучшую сторону. Я ожидал конкретную переработку игровых карт, я ожидал переработку графики для обладателей более мощных компьютеров, я ожидал элементарный перевод на русский язык всей игры. Этот перевод как бы и есть, но его как бы и нет. Он настолько кривой, что иногда хочется плюнуть в монитор. Такое ощущение, что разработчики решили просто срубить немного бабла на донатерах. Ведь как бы это грустно ни звучало, но в наше время мощный ПК есть не у каждого. Многие до сих пор сидят на древних видеокартах с памятью от 1 до 3 гигабайт и на древних процессорах. Поэтому для них эта игра как свежая струя. Ведь слабый ПК не потянет тот же PUBG или Tarkov. А тут как бы 2 в 1, с маленькими системными требованиями. И вот начинает казаться, что у разработчиков была цель просто подзаработать на такой аудитории. Потому как за 5 месяцев были обновления чисто на изменение внутриигрового меню, лобби и меню настроек. А также была обнова типа на изменение графики, но по факту ничего не поменялось. Второй минус, как по мне, это награды за боевой пропуск. Они сделаны таким образом, что хочется просто взять и купить его, ведь большинство ценных наград находится именно в платной версии. Возьмем, к примеру, боевой пропуск
всем известной игры World of Tanks. Там все точно так же, как и у всех. Есть обычные награды, а есть улучшенные награды за золото. Но вот к обычным наградам относятся премиум аккаунт, внутриигровая валюта, бустеры, члены экипажа, скины на технику, а также жетоны, за которые можно купить элитную имбовую технику. Выходит, что я могу позадротить недельку и на обычных наградах получить себе полмесяца премиум аккаунта, кучу серебра и купить желанный танчик. А вот в Badlanders бесплатные награды полное фуфло. Чтобы получить желанный скин, недостаточно просто пройти весь боевой пропуск, а нужно именно задонатить, чтобы в конце открыть этот скин. Вот в чем фишка. Даже в Lost Light, а Lost Light это разработчик тот же самый, что и Badlanders, в боевом пропуске офигенные награды. Там дают тебе и оружие, и деньги, и шмотки. Там просто земля и небо, если сравнивать Badlanders и Lost Light. Большинство наград, таких как расширение склада и улучшение характеристик персонажа, пропадают после того, как заканчивается боевой пропуск. Это жутко неудобно и жутко раздражает. Разработчики то и дело, что постоянно устраивают какие-то конкурсы, вводят новые режимы для проведения матчей. Но это делается чисто для удержания аудитории. Но невозможно удержать аудиторию на одних конкурсах, ничего не меняя в самой игре. Я считаю, что игра должна развиваться только в лучшую сторону. Пусть у нее пока нет такой крутой графики, как, к примеру, в том же Super People, PUBG, Tarkov, но сделать графику хотя бы как в CSGO было бы уже огромным достижением. Сделать боевой пропуск желанным событием со сладкими бесплатными наградами, чтобы игроки ждали этого события, а не вспоминали с матами в голове. Только таким способом можно удержать аудиторию и привлечь новую. Давайте наберем как можно больше лайкосов, чтобы это видео выскакивало многим бэдлендерам в рекомендации и чтобы разработчики обратили на него внимание и начали что-то делать, а не запускать проект, который сначала цепляет, а потом через некоторое время также легко отпускает. Разработчики пару месяцев назад выпустили обновление с новой пушкой под названием МК-14. И что вы думаете? Ее в самом начале можно было купить только за золото. И это говорит о том, что разрабы просто решили срубить бабосов. Народ сидит и ждет конкретных изменений, а они выпускают обнову с оружием за реальные деньги. Но это уже ни в какие ворота не лезет. Ну, лично я так считаю. Думаю, если разработчики продолжат в том же духе, то этот проект ждет полный провал. Потому что никто не хочет играть постоянно в убожество, где все решает донат. Разве что обладатели слабых ПК, и то не факт. Так стоит ли играть в бадлу? Ну, как говорится, сколько людей, столько и мнений. Мое мнение такое. Если ты обладатель древнего ПК, то тут, как говорится, выбирать не приходится. Мой знакомый имел слабый комп и постоянно зависал в бадле, но пару месяцев назад купил мощную машину и сразу же забил на эту игру. Если у тебя хороший комп и ты не графодрочер, и тебя устраивает, что игра практически не развивается, и ты любишь верить в светлое будущее этого проекта, то, конечно же, стоит дальше играть и верить в светлое будущее. Ведь вполне возможно, пока я вам это все рассказываю, у разработчиков уже есть какие-то наработки и планы на улучшение графики, переработку звуков, расширение карт, добавление европейского сервера, ну и по мелочам. Лично я продолжаю пока что играть в эту игру, но уже не так часто, как раньше. Стримы по пятницам никто не отменял. Может, это осень так на меня влияет, что у меня настал творческий кризис. А может, я действительно перестал верить в светлое будущее Badlanders. Я пока еще не разобрался в своих ощущениях. Всем желаю побед на полях сражений, а также значимых достижений не только в игре, но и в реальной жизни. Всем мирного неба над головой, до скорых встреч, пока-пока.